Оставляют ли США Украину без военной помощи? Зеленский реагирует на слова Путина и переговорах с ним, а в Киеве президент Молдовы Майя Санду. Во Франции же обсуждают, кто же супруга Макрона – мужчина или женщина. Всем привет, время Прядко, коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Мировая пресса продолжает гудеть. Топ-тема: оставили ли Соединенные Штаты Украину без военной помощи или же нет? О том, что это все-таки произошло, накануне написало издание «Политика». Авторы материала уверяют, что Госдеп США буквально немедленно остановил предоставление иностранной помощи. Приказы о прекращении работ якобы распространяются на помощь США всем странам, за исключением Израиля и Египта. Такой запрет действует 90 дней. То есть как минимум на 3 месяца Украина, по сведениям «Политика», может остаться без такой важной военной помощи. Издание пишет следующее, процитирую. Трамп и республиканцы в течение многих лет подчеркивали то, что они называли расточительными расходами на иностранную помощь при администрациях Обамы и Байдена. Но в последние дни Трамп усилил свою риторику в отношении России, пригрозив Москве санкциями, если она не прекратит свое почти трехлетнее вторжение в Украину, и заявив, что Путин несет ответственность за прекращение войны. Правительство Украины пока никак не отреагировало на этот шаг, но сторонники Киева выражают надежду, что пауза не затормозит военные усилия Украины. Но в течение всей субботы появилось большое количество реакций на эту информацию. Украинские журналисты со ссылкой на свои источники в Пентагоне уверяли, что приказ госсекретаря США Марко Рубио о приостановке зарубежной помощи США не касается военной поддержки Украины. В Совете нацбезопасности и обороны Украины также заявили, что военную помощь ВСУ получат в рамках тех пакетов, которые были приняты ранее. В итоге слово взял и Зеленский. Украинский президент уверяет, что помощь продолжает поступать в Украину. Слава Богу, резюмировал Зеленский. И в Киеве отреагировали на слова Путина, в частности на слова о том, что Зеленский должен отменить свой же запрет на переговоры с Кремлем. Заявление Путина, судя по всему, дошло до самого Зеленского, и он объяснил, что подписал данный указ в 2022 году не просто так, а для того, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через большое количество разных коридоров, это была цитата, которые Украина не могла контролировать. Зеленский запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении всей войны. Давайте послушаем. Я просто понял, что наши органы не могут это контролировать. Вот и все. Я принял абсолютно справедливое решение. Я президент Украины. Я лидер тех или иных переговоров. Другим я запретил. Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было очень много. Есть каналы, про которые все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных. А также они используют другие каналы. И даже в наших некоторых институциях. Я публично пока не готов о них говорить. Поэтому решение было таким. Напомню, что накануне Путин заявил, хочет, чтобы Киев отменил указ о запрете вести переговоры с ним. Такой запрет был подписан, еще раз напомню, Зеленским осенью 2022 года. Путин считает, что если сейчас начинать переговоры с Киевом, то этот, как он его называет, декрет должен быть отменен, иначе переговоры могут быть нелегитимными. Добавлю, что Зеленский ответил Путину в тот момент, когда в Украине с визитом была президент Молдовы Майя Санду. Она считает, что 2025 год принесет мир не только для украинцев, но и для всего региона и континента. И этот мир должен быть длительным и основываться на гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, Зеленский и Санду подтвердили готовность обеспечить энергетические потребности Приднестровья. Помимо этого, Зеленский заявил, что на недавней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудил вопрос транзита азербайджанского газа в Европу, если в этом будет необходимость.
Одной из самых серьезных проблем Украины является коррупция. В этом уверены практически 80% украинцев. Такие данные опубликовало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Коррупция остается одной из самых острых проблем, уступая только военной агрессии России, пишут все украинские медиа. Итак, быстро пройдемся по данным. 79,4% украинцев считают коррупцию очень серьезной проблемой. Еще более 15% оценили ее как скорее серьезную. Среди бизнеса 76% назвали коррупцию очень серьезной. Итак, где же коррупция ощущается сильнее всего, по мнению украинцев? Это политическая коррупция, то есть правительство, Верховная Рада. Второе место – коррупция в бизнесе, это отношения предпринимателей с чиновниками, и бытовая коррупция, школы и больницы. И более 50% украинцев считают, что ответственность за то, что происходит в стране, лежит на президенте и офисе президента. Часть украинцев считают, что виновата в этом во всем Верховная Рада. Мы, конечно же, понимаем, что коррупция есть во многих странах. В России, например, фигурантами коррупционных скандалов стали представители Министерства обороны РФ, заместитель Шойгу, в частности, Тимур Иванов и его подчиненные. Какое наказание должно быть предусмотрено уголовным кодексом, как вы считаете? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Речь, конечно же, идет об уголовном преследовании коррупционеров. Самый большой политический скандал в истории. Во Франции активно продолжают обсуждать недавнее заявление американской журналистки, поклонницы Трампа Кэндис Оуэнс, которая обещает вот-вот опубликовать доказательства, которые говорят о том, что французский президент живет с трансгендером. Мол, его супруга, первая леди Франции Брижит Макрон, на самом деле родилась мужчиной. Кэндис уже даже обратилась к Макрону и попросила его честно ответить на вопрос о том, кто же такая Брижит, мужчина или женщина. Президент Франции якобы должен отреагировать на эти угрозы до того, как журналистка опубликует доказательства своим словам. Напомню, что информацию о том, что Брижит Макрон бывший мужчина, называют откровенным фейком. Несколько лет назад мир увидел книгу о биографии первой леди. Известно, что она родилась в семье знаменитых кондитеров. Брижит была младшей из 6 детей и пользовалась большой свободой. В 21 год будущая первая леди Франции вышла замуж. Тогда ее супругом стал банкир Андре Луи Озьер, в браке с которым у нее родились 3 детей. А сегодня Брижит Макрон – бабушка 7 внуков. Время Прядко подошло к концу. Спасибо за просмотр, лайк и за ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам большое спасибо и прошу подписаться, чтобы всегда быть в курсе важных новостей. Подписка также важна для меня и для продвижения видео. Конечно же, ваша поддержка помогает нам развиваться. До встречи!